Какая тюрьма на планете настолько страшна, что заключенные предпочитают смертную казнь? В одной из них заключенных держат в клетках размером с гроб, где невозможно встать в полный рост. В другой температура поднимается до 50 градусов, а вода появляется раз в 3 дня. Вы думаете, это средневековье? Нет, все эти места работают прямо сейчас, в 21 веке. Забудьте голливудские фильмы про Алькатрас. То, что творится за стенами этих учреждений, превосходит самые мрачные сценарии. Некоторые заключенные не видели солнечного света 20 лет. Другие сходят с ума от полной изоляции за несколько месяцев. Сейчас вы узнаете о 10 тюрьмах, где каждый день это борьба за выживание. Тюрьма Тадмор в Сирии закрылась в 2001, но воспоминания выживших до сих пор вызывают ужас. Заключенных помещали в металлические клетки под открытым небом посреди пустыни. Днем металл раскалялся так, что к нему невозможно было прикоснуться. Ночью температура падала до нуля. Размер клетки ваш метр на метр. Встать в полный рост нельзя, вытянуть ноги нельзя. Только сидеть, согнувшись пополам. Один из выживших рассказывал, как охранники забывали о заключенных в таких клетках на неделе. Без воды, без еды, под палящим солнцем. Крики о помощи никто не слышал. Тюрьма находилась в 40 километрах от ближайшего поселения. Песчаные бури засыпали клетки, и люди задыхались, пытаясь дышать через щели. В 1981 году здесь произошел бунт. Президент Сирии отдал приказ подавить восстание любой ценой. Спецназ ворвался в тюрьму и расстрелял от 500 до 1000 заключенных за один день. Точное число жертв неизвестно до сих пор. Тела складывали во дворе штабелями. Выжившие узники были вынуждены смотреть на это 3 дня, прежде чем трупы вывезли. Но самым страшным наказанием в Тадморе считался пресс. Заключенного привязывали к деревянной доске и опускали под гидравлический пресс. Медленно, сантиметр за сантиметром. Кости начинали трещать, но человек оставался жив. Процесс растягивали на часы. Крики было слышно по всей тюрьме. Это была демонстрация для остальных. Охранники использовали метод под названием «немецкий стул» — металлическое кресло с подвижной спинкой. Заключенного привязывали, а спинку медленно отклоняли назад, пока позвоночник не начинал ломаться. Некоторые теряли способность ходить навсегда, другие умирали прямо в кресле от болевого шока. Вода в тюрьме была роскошью, заключенные получали по полстакана в день. В летнюю жару, когда температура достигала 50 градусов, этого хватало только чтобы не умереть. Люди пили собственную мочу, слизывали конденсат со стен по утрам, дрались за каплю воды из протекающей трубы. Камеры были рассчитаны на 4 человек, но в них помещали по 20. Спать приходилось по очереди, физически не хватало места, чтобы все легли одновременно. Воздух был настолько спертым, что новички теряли сознание в первые часы. Туалет, дыра в углу камеры. Запах стоял невыносимый. Колония Ямал на севере России работает при температуре минус 50 градусов. Заключенные добывают газ и нефть в условиях вечной мерзлоты. Рабочий день длится 16 часов. Спецодежда выдается раз в год, и к середине зимы она превращается в лохмотья. Обморожение получают 9 из 10 заключенных. Пальцы отваливаются прямо на работе. Бараки не отапливаются. Экономия бюджета. Заключенные спят в повалку, пытаясь согреть друг друга теплом тел. Ночью температура внутри барака опускается до минус 20. Те, кто спит с краю, к утру просто не просыпаются, замерзают насмерть. Охранники обнаруживают окоченевшие тела только когда приходят поднимать колонну на работу. Один бывший заключенный рассказывал, как потерял все пальцы на ногах за первую зиму. Сапоги прохудились, но новые не выдавали. Он обматывал ноги тряпками, но это не помогало. Через месяц пальцы почернели. Еще через 2 недели отвалились сами. Медпункт в колонии работал раз в неделю, и то только для переписи умерших. Питание баланда раз в день. Жидкая каша из неизвестной крупы и кусок хлеба. Калорий хватает только, чтобы не умереть на месте, но не для работы в мороз. Заключенные едят крыс, ловят ворон, жуют кору деревьев. Цинга поражает почти всех. Зубы выпадают, раны не заживают месяцами. На противоположном конце планеты находится тюрьма «Черный дельфин» в Оренбургской области. Летом степь превращается в раскаленную сковороду. Температура в камерах достигает 45 градусов. Окна заколочены металлом, вентиляции нет, воздух неподвижный и густой, как кисель. Заключенных держат в одиночных камерах размером 3 на 2 метра, 23 часа в сутки. На прогулку выводят в бетонные боксы без крыши. Час под палящим солнцем в замкнутом пространстве. Многие отказываются от прогулок, в камере хоть есть тень. Вода течет из кранов 2 раза в день по 30 минут, утром и вечером. Если пропустил, сиди без воды до следующего раза. Заключенные копят воду в пластиковых бутылках, но к вечеру она становится горячей, как чай. Пить невозможно, но приходится. В «Черном дельфине» содержатся пожизненно осужденные. Самые опасные преступники страны. Маньяки, террористы, серийные убийцы, режим особый. При перемещении по тюрьме заключенного сгибают пополам и ведут, держа за шею.
Это называется поза лебедя. Так он не видит, куда идет и не может запомнить планировку. Каждый переход – унижение и боль в спине. Свидания запрещены. Телефонные звонки запрещены. Письма приходят с задержкой в полгода, и то не все. Многие заключенные не слышали голоса родных по 20 лет. Некоторые сходят с ума от изоляции. Разговаривают сами с собой, видят галлюцинации, бьются головой о стены. Тюрьма Сан-Хуан-де-Луриганчо в Перу вмещает 3000 человек по проекту. Реально в ней сидит 11 тысяч. Государство кормит только первые 3000. Остальные 8 тысяч заключенных выживают как могут. Еду передают родственники раз в неделю через решетку. Но у половины заключенных нет родственников или они живут слишком далеко. Внутри тюрьмы работает черный рынок. Крыса стоит $2, голубь $3. Кошка, если поймают, $5. Заключенные охотятся на любую живность, которая забредает на территорию. Ставят ловушки, мастерят силки из проволоки, часами караулят у мусорных баков. Один из заключенных рассказывал, как варил суп из травы и тараканов. Трава росла в щелях между плитами во дворе. Тараканов ловил ночью в камере. За месяц такой диеты он потерял 20 килограммов. Зубы начали шататься, волосы выпадали клочьями. Но он выжил. В камерах живут по 30-40 человек. Спят на полу, прижавшись друг к другу. Места так мало, что спать можно только на боку. Если перевернуться на спину, упрешься в соседа. Туалет один на камеру. Очередь занимают с вечера. Многие справляют нужду в пластиковые пакеты и выбрасывают в окно. Охранников внутри блоков нет. Они контролируют только периметр. Внутри правят банды. Самая сильная банда занимает лучшие камеры и контролирует поставки еды. Слабые заключенные работают на них. Моют полы, стирают одежду, отдают все, что передают родственники. За это получают объедки. Каждую неделю в тюрьме умирают от голода 2-3 человека. Официально причина смерти – сердечная недостаточность или болезнь. Реально – истощение. Тела увозят ночью, чтобы не поднимать панику. Родственникам сообщают через месяц, когда уже похоронили в общей могиле. В 2008 году в тюрьме начался бунт из-за еды. Заключенные требовали нормального питания. Власти ответили слезоточивым газом и резиновыми пулями. 20 человек погибли. Еще сотня получили ранения. После этого в тюрьму месяц не пускали родственников с передачами. Наказание за бунт. Люди ели штукатурку со стен, лизали плесень, грызли деревянные нары. Медицинская помощь в тюрьме практически отсутствует. Один врач на 11 тысяч заключенных. Прием раз в неделю по 2 часа. Успевает осмотреть человек 20. Остальные ждут следующей недели. Лекарств нет. Бинты и вату заключенные покупают сами на черном рынке. Стоимость упаковки парацетамола $10. Туберкулез поражает каждого 3-го заключенного. В тесноте и антисанитарии болезнь распространяется мгновенно. Больных не изолируют, некуда. Они живут в общих камерах и заражают остальных. За последние 5 лет от туберкулеза умерли 300 человек. Это официальная статистика. Реальные цифры никто не знает. Тюрьма Эвен в Иране официально называется следственным изолятором. На деле это фабрика пыток. Заключенных подвешивают за руки к потолку на сутки. Руки выворачивают назад и связывают. Вес тела растягивает суставы. Через несколько часов боль становится невыносимой. Через сутки многие теряют способность двигать руками навсегда. Бывший заключенный рассказывал про кабинет номер 209. Там стоит ванна с ледяной водой. Человека раздевают и погружают в воду по шею. Держат час. Потом вытаскивают на 5 минут и снова опускают. Так продолжается весь день. К вечеру температура тела падает до критической отметки. Начинаются судороги, сердце едва бьется. После ледяной ванны заключенного переводят в раскаленную камеру. Там работают обогреватели на полную мощность. Температура под 60 градусов. Резкий перепад температур разрушает организм. Давление скачет. Сосуды лопаются. Многие получают инфаркт прямо в камере. Самая популярная пытка в Эвене – фалака. Заключенного привязывают к скамье лицом вниз. Ступни фиксируют в деревянной колодке. Охранник бьет по подошвам резиновым шлангом. 100 ударов за сеанс. Кожа на ступнях лопается после 20-го удара. К 50-му видны кости. После сотни человек не может ходить месяц. Женщин в Эвене пытают особенно жестоко. Их бьют кабелем по спине и ногам. Вырывают ногти плоскогубцами. Тушат о кожу сигареты. Одна выжившая женщина рассказывала, как ее держали в бетонной камере размером метр на метр. Потолок был такой низкий, что стоять нельзя. Только сидеть или лежать свернувшись. Свет горел круглосуточно. Яркая лампа прямо над головой. Закрыть глаза невозможно. Каждые 10 минут охранник стучал в дверь и требовал открыть глаза. Сон в следственных камерах запрещен. Если заключенный засыпает, его будят ударами дубинки по решетке. Это продолжается неделями. Люди теряют рассудок от недосыпа. Начинают признаваться в преступлениях, которых не совершали. Подписывают любые бумаги, лишь бы дали поспать. В подвале Эвена есть камеры-холодильники. Бетонный куб 2 на 2 метра. Температура держится около нуля. Заключенного сажают туда голым. Дают только тонкое одеяло. Кормят раз в 2 дня.
Воду не дают вообще, приходится слизывать конденсат со стен. Срок содержания в такой камере от недели до месяца. Одиночные камеры в Эвине полностью звуконепроницаемые. Заключенный не слышит ничего, кроме собственного дыхания. Через неделю полной тишины начинаются слуховые галлюцинации. Люди слышат голоса, музыку, крики. Еще через неделю многие перестают различать реальность и вымысел. Электрошок применяют в допросных. К пальцам и гениталиям крепят провода, пускают ток. Разряды по 10 секунд с перерывами в минуту. Тело выгибается дугой, мышцы сводит судорогой. Запах горелой плоти стоит по всему коридору. После таких сеансов у многих отказывают почки. В Эвине сидят политические заключенные, журналисты, активисты, люди, которые высказались против власти. Сроки от 5 до 20 лет, но мало кто доживает до конца срока. Пытки убивают быстрее, чем болезни. АДХ Флоренс в штате Колорадо называют американским Алькатрасом. Тюрьма строгого режима для самых опасных преступников. Здесь сидят террористы, главари картелей, серийные убийцы, 490 заключенных. Из них ни один не вышел на свободу за 30 лет работы тюрьмы. Камеры полностью изолированы. Бетонные стены толщиной метр. Дверь стальная, без окошка. Единственное окно в камере, щель шириной 10 сантиметров под потолком. Через нее видно только небо. Никаких зданий, деревьев, людей, только кусочек неба. Заключенные проводят в камере 23 часа в сутки, 7 дней в неделю, годами, десятилетиями. Томас Сильверстайн просидел в одиночной камере 42 года до самой смерти. 42 года без прикосновения к другому человеку, без нормального разговора, без солнечного света. Мебель в камере намертво прикручена к полу. Кровать бетонная, стол бетонный, стул бетонный. Унитаз из нержавейки, без сидения, раковина размером с ладонь. Душ работает 3 раза в неделю по 5 минут. Вода ледяная даже летом. Час прогулки проходит в бетонном дворике размером 10 на 10 метров, стены высотой 6 метров. Сверху металлическая сетка. Никакого спортивного инвентаря, только пустой бетонный куб и небо за решеткой. Заключенные ходят кругами, как звери в клетке. Телевизора нет, радио нет. Книги дают раз в месяц, по 2 на человека. Выбор случайный, что выдадут. Многие перечитывают одну книгу десятки раз, потому что других нет. Некоторые учат книги наизусть от скуки. Разговоры между камерами запрещены. Если охранники слышат голоса, отключают воду и электричество в обеих камерах на сутки. Заключенные все равно общаются, стучат по трубам азбукой Морзе, передают записки через вентиляцию. Это единственная связь с внешним миром. Рамон Эспиноза сидит в АДХ Флоренс 28 лет. Он рассказывал через адвоката, как потерял способность говорить. Несколько лет полного молчания разрушили речевой навык. Теперь он заикается и не может подобрать слова. Мозг разучился формировать предложения. Психические расстройства развиваются у 8 из 10 заключенных. Депрессия, паранойя, галлюцинации. Многие разговаривают с воображаемыми собеседниками. Кто-то рисует людей на стенах и беседует с рисунками. Кто-то создает целые миры в своей голове и живет там. Самоубийства случаются регулярно. Заключенные вешаются на простынях, вскрывают вены осколками бетона, бьются головой о стену, пока не потеряют сознание навсегда. Администрация не публикует статистику, но адвокаты говорят о 3-4 случаях в год. Свидания проходят через стекло по телефону. Раз в месяц, 30 минут. Прикоснуться к родственнику нельзя, обнять нельзя. Только смотреть через толстое стекло и говорить в трубку. Дети заключенных вырастают и перестают приходить. Жены разводятся и забывают. Через 10 лет у большинства не остается никого. Письма проходят цензуру 2 недели. Многие не доходят вообще. Цензор решает, что содержание неприемлемо. Заключенные месяцами ждут ответа и не знают, письмо не пришло или его просто не пропустили. Тюрьма Мендоса в Аргентине содержит 1500 заключенных в здании на 300 мест. Психиатрического отделения нет, душевнобольных держат вместе со всеми. В одной камере сидят убийцы, воры, наркоманы и люди с тяжелыми психическими расстройствами. Хорхе Диас провел в Мендосе 8 лет. Он рассказывал, как его сосед по камере каждую ночь кричал, что видит демонов. Бился головой о стену до крови. Царапал себе лицо ногтями, охранники не реагировали. Через полгода таких ночей Хорхе сам начал видеть галлюцинации. Недосып и постоянный стресс разрушили психику. В камере номер 42 живет человек, который считает себя Наполеоном. Он отдает приказы воображаемой армии, планирует военные кампании на клочках бумаги. Остальные заключенные используют его как развлечение, заставляют маршировать по камере. Бьют, если отказывается. Охранники смотрят и смеются. Лекарство в тюрьме есть только одно – аминозин. Мощный транквилизатор, который превращает человека в овощ. Его дают всем, кто буйствует. Доза рассчитана на то, чтобы заключенный не мог двигаться. После укола человек лежит с открытыми глазами и не реагирует на внешний мир. Действие длится сутки. Карлос Мартинес получил аминозин 200 раз за 3 года. Каждый раз, когда начинался приступ паники. Теперь он не может ходить без посторонней помощи. Руки трясутся постоянно. Речь невнятная.
Мозг разрушен передозировками. В блоке D содержатся самые тяжелые случаи. Там живут люди, которые полностью потеряли связь с реальностью. Один заключенный сидит в углу и рисует на стене кровью из порезов. Рисует лица, дома, деревья. Стена покрыта рисунками от пола до потолка. Другой заключенный не говорит уже 5 лет. Только издает нечленораздельные звуки и смотрит в одну точку. Мигель Санчес съел собственный палец в 2015-м. Откусил по фаланге, жевал и глотал. Охранники заметили только когда он дошел до 3-го пальца. Его отправили в медпункт, зашили раны и вернули в ту же камеру. Через месяц он попытался съесть ухо. Сам повреждения в Мендосе стали эпидемией, заключенные режут себя осколками стекла, жгут кожу зажигалками. Ломают себе пальцы о прутья решетки. Психологи говорят, что физическая боль помогает заглушить душевную. Но в Мендосе нет психологов, есть только охранники, которым все равно. В 2018 году группа правозащитников получила доступ в тюрьму. Они нашли человека, который жил в собственных экскрементах. Камеру не убирали год. Слой отходов на полу достигал 10 сантиметров. Заключенный перестал просить об уборке. Он лежал на нарах и смотрел в потолок. Не реагировал на вопросы. Не узнавал родственников на фотографиях. Педро Гомес потерял память после избиения охранниками. Его били дубинками по голове за отказ работать. 3 удара. Он упал и не вставал 2 дня. Когда очнулся, не помнил своего имени. Не помнил, за что сидит. Не помнил родных. Администрация отказалась проводить обследование. Сказали, что симулирует. Сейчас в Мендосе 300 человек нуждаются в психиатрической помощи. Получают ее 0 человек. Бюджет на медицину урезали в 2012-м. С тех пор в тюрьме работает 1 врач на полставки. Он приходит раз в неделю и принимает только экстренные случаи. Остальные ждут, пока станет совсем плохо. Или пока не умрут. Тюрьма Карандиру в Бразилии вошла в историю благодаря самой кровавой бойне в истории пенитенциарной системы. 2 октября 1992 года в блоке 9 началась драка между заключенными. Обычная разборка банд из-за контроля над камерами. Охранники вызвали подкрепление. Прибыли 120 военных полицейских в полной экипировке. Автоматы, дробовики, бронежилеты. Командир отдал приказ зачистить блок любой ценой. Полицейские ворвались внутрь и начали стрелять, не разбирая, кто участвовал в драке, а кто просто оказался рядом. Заключенные попытались укрыться в камерах. Полицейские выламывали двери и расстреливали всех, кто был внутри. Пули пробивали тела насквозь и застревали в бетонных стенах. Кровь текла по коридорам ручьями. Крики слышались по всей тюрьме. Операция длилась 30 минут. За это время погибли 111 человек, еще 130 получили ранения. Полицейские утверждали, что заключенные открыли огонь первыми. Расследование показало, у заключенных не было огнестрельного оружия, только самодельные ножи. Выжившие рассказывали, как полицейские добивали раненых выстрелами в голову. Один заключенный лежал с простреленной ногой и молил о породе. Полицейский подошел вплотную и выстрелил ему в лицо. Свидетелей этого было 20 человек. Все дали показания, никого не осудили. Тела складывали во дворе штабелями. Родственникам не разрешили опознать погибших. Хоронили в общих могилах по 30 человек. Многие семьи до сих пор не знают, где похоронены их близкие. Власти засекретили списки погибших на 10 лет. После бойни в Карандиру ничего не изменилось. Тюрьма продолжала работать еще 10 лет. Переполненность достигла критической точки. 8 тысяч заключенных в здании на 4 тысячи. В камерах спали в 3 яруса на самодельных нарах из досок. Банды контролировали целые блоки. У них было свое правосудие, свои законы, своя иерархия. Охранники заходили в эти блоки только большими группами и с оружием наготове. Фактически это были независимые территории внутри тюрьмы. В 2002 году власти решили закрыть Карандиру. Здание взорвали. Но заключенных не освободили, просто перевели в другие переполненные тюрьмы. Проблему не решили, просто перенесли в другое место. Сейчас в Бразилии самая переполненная тюремная система в мире. 600 тысяч заключенных в помещениях на 300 тысяч. Бунты происходят каждый месяц. В январе 2017 года в тюрьмах Амазонаса за 3 дня погибли 56 человек. Банды устроили массовую резню, отрезали головы, сжигали людей заживо. В мае 2019 года в тюрьме Алтамира заключенные подожгли блок, где сидели члены враждебной банды. 57 человек сгорели заживо. Они бились там в запертые двери и кричали о помощи. Охранники не открыли. Ждали, пока огонь сам погаснет. Родственники погибших штурмовали тюрьму. Требовали выдать тела. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. 3 человека погибли. Тела выдали через неделю. Опознать можно было только по татуировкам. Лица обгорели полностью. Лагерь 22 в Северной Корее находится в горах провинции Хвирен. Спутниковые снимки показывают территорию размером с город. 50 тысяч заключенных. Из них ни один не вышел на свободу за 60 лет существования лагеря.
Потому что приговор здесь один – пожизненное заключение для 3 поколений семьи. Шин Дон Хёк родился в этом лагере. Его мать попала туда за то, что ее брат бежал в Южную Корею. Отца посадили за то, что он был женат на ней. Шин провел в лагере 23 года, прежде чем совершил невозможное, сбежал. Он рассказывал, как детей в лагере будили в 4 утра. Давали горсть кукурузы и отправляли работать в шахты. 12 часов под землей без перерыва. Дети таскали уголь в мешках весом 20 килограммов. Если падал, охранник бил прикладом. Многие умирали от истощения до 10 лет. Школы в лагере нет. Есть утренние собрания, где детей учат доносить друг на друга. Шин донес на свою мать и брата, когда услышал, что они планируют побег. Его наградили, дали двойную порцию еды. Мать и брата казнили публично. Всех заключенных согнали смотреть. Мать повесили, брата расстреляли. Шину было 14 лет. Он стоял в первом ряду и смотрел, как умирает его семья. После казни охранник сказал, что Шин поступил правильно, предатели Родины должны умирать. Шин поверил. Только через годы он понял, что убил собственную мать. Публичные казни в лагере проводят раз в месяц. Вешают за попытку побега, расстреливают за кражу еды, забивают камнями за критику режима. Заключенных сгоняют на площадь и заставляют смотреть. Кто закрывает глаза, получает 20 ударов палкой. Женщин в лагере используют как подопытных. Шин видел, как беременным заключенным делали инъекции неизвестных веществ. Наблюдали, как это влияет на плод. Дети рождались с уродствами. Их убивали сразу после родов. Матерей отправляли обратно на работу через день. В лагере работают газовые камеры. Туда помещают целые семьи, пускают газ и наблюдают через стекло, сколько времени требуется для смерти. Записывают результаты, трупы сжигают в крематории, который работает круглосуточно. Дым видно за десятки километров. Охранники насилуют женщин безнаказанно. Если женщина беременеет от охранника, ее избивают до выкидыша. Одна заключенная родила ребенка от охранника. Младенца утопили в ведре с водой при ней. Потом ее стерилизовали раскаленным железом без анестезии. Пытки в лагере не скрывают. Есть специальные камеры с крюками на потолке. Заключенных подвешивают за руки и оставляют на дни. Под ними разводят костер, медленный огонь, который обжигает ноги, но не убивает. Крики слышны по всему лагерю. Это предупреждение остальным. Шин сбежал в 2005 году. Он перелез через забор под напряжением. Электричество прожгло ему ноги до костей. Он полз по снегу несколько километров. Прятался в лесах 2 месяца. Питался корой и насекомыми. Пересек границу с Китаем и добрался до Южной Кореи. Он единственный человек, рожденный в лагере, который смог сбежать и рассказать миру правду. На его теле шрамы от пыток, пальцы на руках искривлены от переломов, спина покрыта следами от ударов. Это живое доказательство того, что ад существует на земле. Какая тюрьма на планете настолько страшна, что заключенные предпочитают смертную казнь? Ответ – любая из тех, о которых вы сегодня узнали. Но есть один факт, который объединяет их все. В каждой из этих тюрем заключенные просили о смертной казни, и каждый раз им отказывали. В Тадморе заключенный по имени Ахмед Салех написал прошение о казни после 3 лет пыток. Он подробно описал, что пережил, попросил расстрелять его или повесить. Что угодно, только не возвращать в камеру. Администрация отклонила прошение. Ахмед прожил еще 17 лет. Он ослеп от побоев, потерял способность ходить, но продолжал жить. В АДХ Флоренс заключенный Роберт Худ провел 36 лет в одиночной камере. Он подал 12 прошений о переводе на смертную казнь. Писал, что одиночество убивает его медленнее, чем любая инъекция. Что он готов умереть, лишь бы прекратить это. Все 12 раз получал отказ. Роберт умер в камере в 72 года, от старости. В северокорейском лагере заключенная Ли Мён Хва пыталась покончить с собой 8 раз. Вешалась на простыне, резала вены осколком стекла, пыталась утопиться в бочке с водой. Каждый раз ее спасали и возвращали к работе. После 4-й попытки ей связали руки за спиной на месяц. После 6-й сломали пальцы, чтобы не могла завязать петлю. Она прожила в лагере 43 года. Статистика показывает, в тюрьмах строгого режима по всему миру смертность от самоубийств в 3 раза выше, чем от болезней. Заключенные находят способы умереть, несмотря на все меры предосторожности. Они бьются головой о стены до перелома черепа, задерживают дыхание до потери сознания и смерти мозга. Проглатывают любые предметы, которые могут вызвать внутреннее кровотечение. В Эвине заключенный съел 200 таблеток парацетамола, который копил полгода. Печень отказала через 3 дня. Он умирал в агонии, но врачи не оказали помощь. Сказали, что это его выбор. В Мендосе заключенный вскрыл себе артерию на шее ногтем. Истекал кровью 6 часов, прежде чем умер. Охранники нашли его только утром. Бывший заключенный Карандиру рассказывал, что после бойни 92 года в тюрьме прошла волна самоубийств. 23 человека за месяц. Они видели, как полиция расстреливает безоружных людей. Поняли, что выхода нет, что рано или поздно их убьют также. Решили умереть сами, пока есть выбор. Правозащитные организации публикуют отчеты каждый год. Цифры растут.
В 2020 году в тюрьмах по всему миру покончили с собой 8 тысяч заключенных. Если вам показалось, что жизнь за решеткой это сплошной кошмар, то у нас есть еще много интересных историй на эту тему. Загляните на наш сайт whiteori.com, там найдете еще больше захватывающего контента. Ссылка в описании. Это официальная статистика. Реальные цифры в 2-3 раза выше. Многие смерти записывают как несчастные случаи или болезни. Самое страшное в этих тюрьмах не пытки. Не голод, не холод или жара. Самое страшное – это отсутствие надежды. Когда человек понимает, что выхода нет, что так будет всегда, что каждый новый день принесет только боль. Именно тогда смерть становится не наказанием, а избавлением. Шин Дон Хёк говорил в интервью, что до сих пор просыпается ночью и не верит, что сбежал. Что свобода кажется ему сном, а лагерь – реальностью, в которую он вернется, когда проснется. Прошло 18 лет с момента побега. Кошмары не прекращаются. Тюрьма продолжает держать его в плену, хотя он за тысячи километров от нее.